Всем привет, с вами Роман, эксперт по электротранспорту. И в этом обзоре я расскажу вам, как выбрать электроскутер Ситикока и на что обращать особое внимание при покупке. Только полезный контент. Но для начала подпишитесь на канал, чтобы участвовать в розыгрышах, которые проводит магазин Гироскутершоп.ру. Собственно, данный магазин и предоставляет технику для нашего обзора. И вот первый бонус для подписчиков – промокод на скидку в 1000 рублей. Итак, как выбрать Ситикока? Поехали! Первое и, пожалуй, самое важное – это посадка. Вам должно быть удобно во время поездки. Произведите регулировку руля, если это необходимо. Представьте, что вы будете длительное время находиться в таком положении. И если испытываете дискомфорт, когда просто сидите на электробайке, то, наверное, стоит задуматься над покупкой другой модели. Также обращайте внимание на грузоподъемность электроскутера и количество пассажирских мест. К примеру, существуют одноместные модели и варианты семейного типа с сиденьем для ребенка спереди и второго пассажира позади водителя. К комфорту поездки необходимо добавить и наличие амортизаторов. Их может не быть вообще. Могут присутствовать на обоих колесах одновременно. А иногда только в рулевой стойке и под пятой точкой водителя в виде подпружиненного сидения без амортизаторов на заднем колесе. Второе не менее важное, на что стоит обратить внимание при выборе, это количество аккумуляторов, их емкость и возможность снятия, если у вас нет прямого доступа к розетке рядом с электроскутером. Емкость аккумулятора отвечает за дальность вашей поездки. Чем выше напряжение и ампераж батареи, тем большее расстояние вы сможете проезжать на одном заряде. Если вам необходим большой запас хода, то лучше выбирать электроскутер с отсеком под второй аккумулятор. Дополнительные батареи всегда можно докупить отдельно. От мощности мотор-колеса напрямую будет зависеть не только максимальная скорость, но и тяговая сила электротранспорта при подъеме в горку. Чем больше ватт, тем выше мощность. И вот на что нужно обращать особое внимание при покупке – это максимально выдаваемая мощность контроллера. Если мотор-колесо 2000 Вт, а контроллер всего на 1500, то больше 1500 Вт вы и не получите. Контроллер просто не сможет заставить электродвигатель работать на максимум своих возможностей. Если у вас есть гараж или парковочное место, можете вообще не задумываться над размерами или собственным весом электробайка. Но если вы собираетесь хранить электроскутер дома или есть другие стесняющие обстоятельства, внимательно отнеситесь к выбору размеров и веса электротранспорта. На сегодняшний день существуют малогабаритные модели, которые можно припарковать даже в квартире, при условии наличия в доме грузового лифта или если владелец живет на первом этаже. Так, самая маленькая одноместная модель Ситикока SIF в длину не превышает 1 метра 30 сантиметров, но весит данный электроскутер порядка 50 килограмм. Если хотите гонять в условиях бездорожья, то лучше обратить внимание на модели с внедорожной резиной на тракторном протекторе. Вполне логично, что поездка по асфальту с такими колесами будет не очень комфортной. Для ровных дорог лучше подойдут покрышки шоссейного типа. Обращайте внимание и на высоту клиренса.
Для пересеченной местности он играет важную роль. Чем выше, тем лучше. Что касается городских условий, здесь все зависит от собственных предпочтений. Здесь выбирать не приходится. Все электроскутеры сети Кока оборудованы передними и задними гидравлическими тормозами, которые отлично справляются со своей задачей. Также при давлении на тормозные ручки происходит отжатие скрытых датчиков, и мотор-колесо прекращает получать питание от батареи. Фары, поворотники, габаритные огни, стоп-сигналы, зеркала и звуковой сигнал есть практически у каждой модели, ведь они отвечают за безопасность на дороге. Отличаться могут лишь их размеры, степень свечения и шума. Но вот что касается, например, предустановленных Bluetooth-колонок с имитацией звука мотора, в штатной комплектации можно найти далеко не всегда, однако можно докупить отдельно. Бывает, в качестве бонуса модель имеет навесные сумки, а иногда и встроенный бардачок. Особое внимание уделите необходимым для вас показателям на бортовом компьютере, ведь он может быть полноценным с ЖК-дисплеем и отображать все данные в режиме реального времени, или отсутствовать вовсе. Если бортового компьютера нет, то скорее всего на модели будет установлена панель с индикацией заряда батареи, и не более того. Практически у каждого электроскутера на сегодняшний день есть система сигнализации, как правило, очень шумная и с блокировкой мотор-колеса в случае несанкционированного шевеления. Но не у каждого есть возможность включения с кнопки. Чаще используется классический ключ зажигания. Ну вот, пожалуй, все, что необходимо знать при выборе электроскутеров сети Кока. Уверен, что в плане внешнего вида вы справитесь самостоятельно. Тем более, что на сегодняшний день модернизировать и тюнинговать можно все, что угодно в зависимости от располагаемого бюджета. Подводя итоги, могу дать еще один ценный совет будущим владельцам. Во время покупки закажите полную гидроизоляцию транспортного средства на уровне предпродажной подготовки. Данное решение сбережет ваши деньги и нервы в случае непредвиденных расходов за ремонт, которого можно было избежать. С вами был Роман, эксперт по электротранспорту и электроскутеры из магазина giroscootershop.ru. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди еще очень много интересного.